Добрый день! Тема сегодняшнего нашего видео – скалярия золотая. Мы расскажем об особенностях этой рыбки, а также поделимся личным опытом ее содержания. В конце видео расскажем о проблемах, с которыми мы столкнулись, содержа у себя в аквариуме скалярию золотую. Скалярия золотая – Pterophyllum scalar var gold – селекционная форма обыкновенной скалярии. Также рыбку можно встретить под названием желтая скалярия. Ее отличительные особенности – отсутствие полос на теле и золотистый цвет чешуи. Это великолепная цихлида, настоящее украшение аквариума. Содержание этой рыбки ничем не отличается от содержания других пород скалярий. Из особенностей можно выделить необходимость питания кормами с высоким содержанием натуральных каротиноидов, чтобы поддерживать яркость желтых пятен на теле. Скалярия золотая имеет характерную для вида форму тела, напоминающую треугольник или полумесяц. Оно короткое, заметно уплощенное, сильно вытянутыми плавниками. Брюшные плавники видоизменились в тонкие нити. В аквариуме подходящего объема золотая скалярия способна вырастить до 15 см без учета плавников. С ними же рыбка может достигать 20-25 см. Окрашена рыбка в серебристо-золотой цвет с перламутровым блеском. Желтое пятно тянется по верхней части тела от рта по спинке и заходит на спинной плавник. Полосок на теле нет. Остальные плавники прозрачные. Продолжительность жизни в аквариуме составляет 10-15 лет. Скалярия золотая – плод работы селекционеров, поэтому в дикой природе встретить такую форму не получится. Подобный окрас стал бы отличной приманкой для хищников, и долго бы такие рыбки вряд ли бы прожили. Родительская форма ведет свое происхождение из тропических рек Южной Америки, Амазонки и Оренока. Обычно скалярии обитают в небольших заводях с песчаным дном и густыми зарослями растений. Вода здесь мягкая и кислая, что необходимо учитывать при создании оптимальных условий для золотых скалярий. Несмотря на то, что в продаже чаще всего можно встретить молоть скалярий, размер которых не превышает 5-8 см, нельзя содержать этих рыбок в ограниченном пространстве. Оптимально, чтобы на пару рыб приходилось 80-100 литров воды. Желательно, чтобы высота аквариума была не менее 50 см, чтобы сильно вытянутые золотые скалярии смотрелись наиболее эффективно. Грунт для золотых скалярий можно использовать, например, в виде песка или гальки диаметром 2-4 мм. В качестве декорации отлично подойдут крупные плоские камни и натуральные коряги. Обязательно следует создать места для плавания. Золотые скалярии не копают грунт. Важно обеспечить золотым скаляриям хорошую фильтрацию и аэрацию. Как и их предки, золотые скалярии любят теплую воду, поэтому не обойтись и без терморегулятора. Скалярии хорошо себя чувствуют и при ярком, и при приглушенном свете. Раз в неделю необходимо подменивать 20% воды на свежую. Оптимальные параметры воды для содержания 24-28 градусов. Несмотря на то, что золотые скалярии – это самые настоящие цихлиды, они обладают в большинстве случаев спокойным и миролюбивым характером. Повышенная агрессия может наблюдаться разве что в период нереста, когда необходимо отогнать непрошенных гостей от своего гнезда. Также дружелюбность скалярий пропадает при содержании в стесненных условиях. Оптимальными сожителями для скалярии желтой станут крупные живородящие рыбки – малинезии, меченосцы, лабиринтовые лялиусы, гурамы, мирные сомики, антиструсы, таракатумы, коридорасы. Можно подселить боций, рыбок-попугая,
Карликовые цихлиды, такие как апистограммы, тоже станут хорошими сожителями для золотых скалярий. Не рекомендуется содержать скалярий вместе с барбусами. Отмечено, что иногда эти активные задиры общипывают скалярием плавники. Не стоит подселять к цихлидам и золотых рыбок из-за больших различий в условиях содержания. Кормление скалярий золотой. В домашних условиях золотые скалярии быстро приучиваются к поеданию качественных сухих кормов в хлопьях, чипсах или гранулах. Золотые скалярии предпочитают питаться на поверхности воды, реже в средних слоях аквариума. По нашему опыту, скалярии золотые могут питаться и со дна аквариума. Скалярий можно кормить один раз в день такой порцией корма, которая будет съедена рыбками за 5-10 минут. Размножение и разведение. Золотые скалярии – это икромечущие рыбы, но при небольшом опыте от них можно легко получить потомство в домашних условиях. Для этого прежде всего надо подобрать пару производителей. Половой диморфизм у рыб выражен слабо. Обычно ждут момента, пока рыбки самостоятельно образуют пару. Основным отличительным признаком у взрослых особей является линия спины и брюшка. У самок она практически прямая, а вот у самцов составляет угол. Также зачастую у женских особей не образуется жировой бугор на лбу. Во время нереста можно наблюдать у самок широкий яйцеклад. Золотые скалярии очень заботливые родители. Рыбки, готовые к нересту, выбирают плоское место, лист растения, камень или даже стенку аквариума и тщательно очищают его. Далее самка откладывает 300-700 икринок, которые оплодотворяются самцом. У золотых скалярий сильно развит родительский инстинкт. Оба партнера обмахивают яйца своими плавниками и удаляют испорченные икринки. Инкубация икры длится около 48 часов, после чего на свет появляются личинки, которые в следующую неделю питаются содержимым своего желточного мешка, после чего уже переходят на самостоятельное питание. Половозрелыми скалярии золотые становятся в возрасте 8-12 месяцев. Скалярии золотые очень требовательны к наличию кислорода в воде. При отсутствии аэрации в аквариуме смогут прожить максимум 5-6 часов, поэтому аэратор с аккумулятором обязателен. Без еды могут спокойно прожить 2-3 недели. Не переносят температуру воды ниже 20 градусов. При такой температуре замирают в аквариуме и отказываются от еды. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если видео понравилось. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить наше следующее видео об аквариумных рыбках. В следующих видео мы расскажем о скаляриях черных. До новых встреч!